Всем привет! Сегодня у нас очень коротенький гайд о том, как избавиться от раздражающих пролагов и фризов в Rust. И чтобы не затягивать, переходим сразу к делу. Я на 100% уверен, что у вас не раз возникала ситуация, когда в самый неподходящий момент Rust фризит и как будто подвисает на секундочку, как вот в этом фрагменте видео. Кстати, это фрагмент из моего прошлого ролика про атмосферное выживание на классике. Если вы еще его не видели, кликайте на подсказку и обязательно зацените. Вернемся к нашей проблеме с подвисаниями игры. Когда я впервые столкнулся с этой проблемой, мне понадобилось довольно много времени, чтобы разобраться и найти решение. Поэтому я попытаюсь сэкономить немножко вашего времени. Весь секрет кроется вот в этих циферках в левом нижнем углу экрана, которые появляются сразу после пролага игры. Как оказалось, они сообщают нам об экстренной очистке мусорного буфера. И именно в момент его очистки и происходит подвисание. Ситуация эта возникает из-за того, что по умолчанию в игре размер этого буфера всего лишь 256 мегабайт, и он очень быстро переполняется. Особенно в динамических сценах, когда на экране происходит много действий. И именно поэтому этот пролаг возникает в основном во время PvP, когда вы много двигаете мышкой и резко меняется картинка на экране, либо когда вы летите на коптере, или, быть может, находитесь в какой-то высоко нагруженной локации, вроде NPC-города, бандитского лагеря или нефтевышек. Ну что ж, теперь, когда нам ясна суть проблемы, и мы понимаем, почему этот пролаг появляется, нам не составит труда от него избавиться. Для этого мы просто увеличим размер буфера. Сделать это можно при помощи ввода вот этой команды в консоль, где цифрами мы задаем желаемый размер буфера в диапазоне от 64 мегабайт до 4 гигабайт. Важно понимать, что этот буфер хранит данные в оперативной памяти компьютера. Поэтому, если на вашем ПК установлено меньше 8 гигабайт памяти, лучше его вообще не трогать. Либо задать значение не более 512. В случае, если памяти у вас 12 гигабайт или больше, я рекомендую установить размер буфера на 2 гигабайта. Я играю именно с этим значением, и пролагов у меня не бывает, как бы долго я не находился в игре. Также вместо того, чтобы каждый раз вводить эту команду руками, мы можем добавить ее в параметры запуска игры. Для этого откройте библиотеку игр в Steam, далее кликните правой кнопкой мыши по значку Rust и далее на кнопку «Установить параметры запуска». Ну а на этом все. Можете наслаждаться игрой без пролагов. Ах да, небольшая просьба. Если вам помог этот способ, напишите об этом в комментариях и не забудьте оценить видео. Всем пока и до встречи в новом ролике.